Ради этого стоит жить. Ну точно стоит попробовать это. Просто чума. Одним словом, мы влетели прямо в этот водопад. Вы просто обязаны посетить Игуазу, особенно те, кто рыжие. Итак, я дико мчусь Игуазу. Это комплекс водопадов. Путешествую я по Южной Америке, поэтому, в принципе, выбрал самый дешевый вариант. Лечу из Буэнос-Айреса. Также туда можно лететь из Сан-Паулу либо Рио-де-Жанейро, но там цена будет подороже. С Буэнос-Айреса мне вышло где-то 80 евро на человека туда-обратно. А из Сан-Паулу выходило около 150. Никаких специальных туров мы не брали. Приедем туда, там на месте разберемся. Либо такси возьмем, либо автобус до парка. И там уже походим, погуляем, поснимаем. Flybondi уже стал родным за эту поездку. Местный, так сказать, Ryanair. Мотайте на ус. Дешевая авиакомпания для внутренних переездов по Аргентине. Компания работает по принципу «зашли, вышли, полетели». Так-то, в принципе, меня все устраивает, только вот прибраться они тотально не успевают. И смотрите, при открывании этих кармашков там полно жвачек. Но дешево и сердито, и всего за час вы долетаете до Игуазу. В национальный парк Игуазу из аэропорта ходят автобусы, но ходят по расписанию. Мы на автобус на один не успели, пришлось взять такси. Стоимость всего парочку евро. Стоимость билета в сам национальный парк составляет 4000 местных песо. Парк нас встретил ужасным нойзом вот от этой большой зеленой мух. Естественно, My Friend присутствует по полной программе. Магазинчики, кафешки, ресторанчики и все как надо. Но мы сюда приехали полюбоваться природой. Приключения в этом парке начинаются с небольшого поезда, который мчит нас навстречу приключениям. В принципе, парк разделен на две части, на верхнюю и нижнюю. И вот, чтобы добраться до верхней части, можно использовать вот такой небольшой паровозик. Но если вы любите прогулки, вы можете потратить несколько часов для того, чтобы забраться наверх. По приезду в верхнюю часть парка нас встретило полчище бабочек. Как утверждают многие исследователи, в Игуазу располагается около 800, а то и 1000 видов бабочек. Весь парк выщелан вот такими вот дорожками. Можно комфортно ходить на любой угол. Но жарко – пипец. Так, ребята, вот ради чего стоит посетить Южную Америку. И Аргентину в частности. Итак, мы подбираемся к этому чуду света, комплексу водопадов Игуазу, что насчитывает около 300 водопадов. Но наша цель – добраться до самого главного водопада. Он называется Дьявольское горло. Ребята, если вы когда-нибудь будете в Аргентине, вы просто обязаны сюда приехать. Без этого ваша поездка полный ноль. Вы только посмотрите на эту радугу. Ну а завтра я обязательно спущусь и прокачусь вон на той лодочке. Выглядит этот водопад как полумесяц, и высота его порядка 80 метров. Только представьте себе, тонны воды там в секунду падают вниз с этой высоты и создают такой грохот, что его слышно за километры. Вот, видимо, почему на дронах здесь нельзя летать. Здесь очень много хищников. Ребята, ради этого стоит жить. Едьте в Аргентину, едьте в Бразилию, гоните эти водопады. Просто чума. Так что, если что, не пеняйте на звук в этом видео. Ничего я поделать с этим не могу, но буду стараться. Причем прогуливаетесь вы по таким вот металлическим конструкциям, которые находятся практически над водой, и в нескольких метрах просто находится тот самый водопад. Здесь с правой стороны разлив реки Игуасу, такой спокойный,
выглядит. Но буквально через 100 метров вот там вот нехилый такой обрывчик. Такая мощь и энергия. Вот так вот стоишь, наблюдаешь за водичкой, а в тот же момент осознаешь, что в пару метрах от себя, по сути, смерть. Захватывает дыхание. Только не забудьте намазаться кремом от загара. Здесь сорокет, тропики, просто баня и палец сверху только в путь. Так что намажьтесь, особенно те, кто рыжие. И Куся заполучила бабочку. Иду я такой, иду, а тут такая дура ползает. Даже сыкотно как-то. Для тех, кто побогаче, здесь есть специальные опции в виде вот такого вот отельчика на заднем плане. То есть я не уточнял, сколько там номер стоит, но это реально в 100 метрах от водопада. Ну что, перерыв на перемаз. Мажемся кремиком каждые 2 часа, чтоб не помереть здесь. Все, выключай. Ну, ты меня палишь. Такой сконструирован дождик для желающих помочиться. Хорошо. Кстати, этот национальный парк находится под защитой ЮНЕСКО. Конечно, многообразие флоры и фауны здесь прям зашкаливает. Различные животные, птицы, бабочки, обезьяны, пантеры. Кого вы здесь только не увидите. Причем совершенно в диких условиях. Итак, ребята, я в самом городке Игуазу. Небольшая такая деревушка. Городок городского типа, можно сказать. Он находится на границе между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. То есть отсюда любой автобус ходит. Вот этот, кстати, идет в Парагвай. Можно также на такси доехать и в Парагвай, и в Бразилию. Такой небольшой лайфхак. Многие туристы, кто путешествует по Южной Америке, они в Игуазу прилетают в Аргентину, в аргентинский аэропорт, допустим, да, а потом переходят границу и уже на внутренних рейсах бразильских авиалиний летят в Бразилию туда, куда им нужно. Почему так делают? Потому что так дешевле. То есть до сюда за 50 евро из Буэнос-Айреса, и потом, перейдя на бразильскую сторону, вы можете, в принципе, если вам в какой-то небольшой, не курортный городок, допустим, если вам не в Рио, а в небольшой городок, то, в принципе, оттуда можно также за 50 евро долететь. То есть смотрите, проверяйте, очень даже можете сэкономить и посмотреть водопады, и сэкономить. Мы остановились здесь в апартаментах. Сейчас вот идем, двигаемся в сторону апартаментов, заценим, какие они наши, как же сказать-то, хоромы и почевальни наши какие. Пойдем посмотрим. А потом в ресторанчик. Ну и на фоне этого прекрасного дерева я хочу попросить вас подписаться на мой канал, поставить лайки, репостнуть это видео и обязательно досмотреть его до конца. Это поможет моему каналу, поможет этому видео получить больше просмотров. Огромное всем спасибо. Смотрим дальше. Надо сказать, городок очень туристический, очень много кафе, ресторанов, отелей, есть где отдохнуть. В самом городке Игуазу также имеется достопримечалка. Такая небольшая площадь с видом на реку и на мост. Окей, ребята, как я и говорил, Игуазу находится на пересечении 3 стран. Да, это Парагвай, он с той стороны. С той стороны реки, за этим мостом, находится Бразилия. Ну, а я нахожусь на аргентинской стороне. То есть вот здесь такой монументик, он является местной достопримечательностью, так сказать, пересечения 3 стран. В принципе, можно переехать на автомобиле или на такси на бразильскую сторону.
Но, как многие блогеры говорят, да и я убедился в том, что аргентинская страна очень хорошо оборудованная. Я имею в виду национальный парк, который мы посетили, но не успели покататься на лодках, чтобы подплыть как можно ближе к этим водопадам. И завтра утром рванем опять в парк. Это Парагвай. Вот здесь вот Аргентина, это где мы находимся, а тут флажок Бразилии залепили. И вот здесь такой, так сказать, пограничный знак аргентинский, где все люди успешно фотографируются. Итак, это мой второй день в Игуасу, в национальном парке. В первый день я не успел покататься на лодке, чтобы подплыть прямо к водопадам и посмотреть на них снизу, с воды. Удовольствие это такое дороговатое. 14 тысяч местных тугриков. Блин, один этот визг будет слышно, мне кажется. 14 тысяч вот этих тугриков местных. То есть это, если по нормальному курсу 70 евро, а по ненормальному где-то 45 по черному выйдет. Вот сейчас иду брать билетики. Ну все, пойду мокнуть. Купил билетик за 14 тысяч. Пойду поплаваю. Виктория отказалась, так как болеет. Да? Да, к сожалению. Да. Мы тут немного подпростыли от кондеев. То есть, ребята, если будете в этих жарких странах Южной Америки в период лета местного, Берите антибиотики. берите антибиотики, потому что уже Виктория настолько заболела, что по ходу пора нам антибиотики искать. А вообще будьте аккуратнее с кондеями. Все из-за них. Кстати, если вы покажете в кассе билетик с первого вашего дня, то вам сделают скидку 50% на второй день. Одним словом, вместо 4000 вы заплатите всего 2. Вот поначалу мы едем в таком грузовичке, оборудованном сидушками, через джунгли к реке. Короче, нас проинструктировали, что будет очень мокро. Нам выдадут waterproof, так сказать, сумочки. Туда мы сложим все, что должно быть сухим, и потом поедем к водопадам. Придется камеру, видимо, тоже убрать. Но они сказали, где-то будет место, где можно будет ее достать и поснимать. Так что посмотрим. Такой вот симпатичный мешочек выдали. Непромокаемый. Живописненько. Вот на этих лодочках мы и погоним. Выдают также жилетики спасательные. Эх, Южная Америка. My friend присутствует даже в этой лодке. Вот такой вот член экипажа ходит, вас снимает на GoPro, а потом продает вам фотографии. Почему-то частью аттракциона являлась остановочка посреди маршрута для того, чтобы помахать ручкой бразильской стороне реки. В течение 2-3 минут вы едете по довольно-таки спокойной реке и любуетесь джунглями справа и слева. Но по ходу движения река становится все более бурной, и вы начинаете наблюдать водопадики. Прежде чем отправиться в Дьявольское горло, напомню, это самый большой и главный водопад Игуазу, мы заглянули на соседский. Меня ожидал сюрприз. Мы неожиданно влетели прямо в сам водопад. С перепугу я убрал камеру, хотя на ней написано waterproof. Но, как говорится, safety first. Ну, точно стоит попробовать это. Если вы здесь будете, возьмите лодочку, потратьте свои лавы, но это круто. Когда ты влетаешь прямо в водопад. Вчера я на это смотрел сверху, а теперь смотрю снизу. Настал тот самый момент, когда всем разрешили встать и пофоткать вокруг. Одним словом, мы остановились в самом центре этой впадины, что называется Дьявольское горло. Ну, походу, сейчас мы едем вообще в воду. Видите вот тот милый водопадик по левую сторону?
Вот как раз таки в него мы и улетим через несколько секунд. Одним словом, мы взлетели прямо в этот водопад. Я весь мокрый. Все мои трусы мокрые, весь насквозь. И все люди мокрые. Правда, я не уверен, от чего именно мои трусы мокрые, но то, что они мокрые, в этом я уверен. Все весь мокрый. Мы заезжали прямо в водопад. Я потом присел, как бы камеру приубрал, но было круто. Каждому рекомендую это сделать. На обратном пути мы еще раз окунулись в соседний водопад и просто помчались назад. Yeah, I can. But when I will home, I will come back home in January. That's fine, us too. Yeah, good. No problem. Give me contact later, yeah? Email address or something. Ну что, ребята, вот и закончилось мое приключение в Игуасу водными процедурами. То есть я весь мокрый с головы до ног. То есть кто хочет быть сухим, просто одевайте плавки, все с себя снимайте, убирайте в этот непроницаемый бэк и будете счастливы. Я вот немного сглупил, видите, прям весь в одежде был. Но кто же знал, что мы прям в водопад-то будем заруливать. Я думал, просто подъедем, пофоткаем и уедем, а тут на нас в водопад. Но прикольно, было прикольно. Всем рекомендую, всем советую. То есть посетите это место, если у вас будет возможность. Ребята, мое мнение, вы просто обязаны посетить Игуазу. Игуазу — это чума, просто супер дивное диво. Ощущаете мощь воды, красоту этих водопадов. Одним словом, если вы будете в Аргентине, в Бразилии или вообще на этом континенте, это прям центральная точка, куда нужно попасть. Вы этого никогда не забудете. Путешествуйте. Жизнь у нас одна, а путешествовать нужно больше. Все, закончилось мое приключение в Игуасу. Парк, в принципе, можно обойти и за день, если приехать часов в 7-8 утра. Многие делают таким образом, прилетают в 7-8 утра, идут в парк и вечером летят обратно. Но мы остановились на ночь, посмотрели городок и спокойно, без спешки, во второй день посетили тот же парк. Из парка ходит автобус прямо в аэропорт. Все довольно-таки удобно. Вы просто обязаны посетить это место. Это класс.